Счастье, счастье, счастье летит. Моим любимкам в 23-й год летит счастье. Овны вам. Вот в такой красивой форме держим крепко, несмотря ни на что. Все равно опираемся на что? Конечно же, на позитив, на философию жизни и на любовь. Конечно же, так. В 23-м году летит счастье. Держимся за него крепко. Но вижу Розану, слышу такие слова. Конечно же, сразу только счастливый лайк. Сразу летит счастье, возвращается счастливый лайк. А мы с вами смотрим февраль месяц. Ну что, мои хорошие, февраль месяц для вас просто солнышко светит. Марс подсвечивает это солнышко. Все планеты на прямое движение делают прекрасные, чудесные для вас аспекты, о которых мы сейчас с вами поговорим. И, конечно же, сразу начнем с вашего управителя. Ваш управитель находится в знаке зодиака Близнецы и пошел на прямое движение. Наконец-то идет на прямое движение. Он уже, устал находиться в знаке зодиака Близнецы. Уже долго находится там. Но сейчас пошел на прямое движение. И это, конечно, такая довольно-таки разгрузка, энергетическая разгрузка для самого Марса. Марс в прямом движении, Меркурий в прямом движении, Уран наконец-то в прямом движении. И что делает ваш Марс? Он находится в третьем секторе вашего ближайшего окружения, в секторе ваших сторонников, единомышленников, те, кто с вами на одной волне, те, кто вас поддерживает, те, на кого вы можете опереться. И это очень хороший знак, это очень хороший сигнал, что если у вас есть какие-то нерешенные, незаконченные вопросы, вы можете рассчитывать на поддержку своего окружения. Вы можете посоветоваться с кем-то, со своим близким. Вы можете забрать долг. Да, может быть, вы сестре занимали деньги, может быть, вы занимали своему племяннику, а может быть, вы родителям занимали или детям. Вы можете начать поднять разговор о том, что вам уже пора, чтобы вам вернули. То есть можете вот на таком аспекте можете начинать уже говорить о финансовой какой-то возврате. Либо, если вы кому-то должны, у вас появится возможность отдать. А также появится возможность приобрести покупки такого плана, как кто-то, может быть, автомобиль, либо приобрести, либо продать. Кто-то экзамен, может быть, сдаст на вождение. И таким образом сможет купить автомобиль, потому что уже будут права. Кто-то, возможно, какие-то препятствия были с документами именно вот на машину или на вождение. У кого-то штрафы какие-то были, нужно было пересдать или оплатить и так далее. Тоже в этом месяце появляется очень хорошая энергия, очень хорошая возможность для того, чтобы эти все дела восстановить. Дальше что смотрим? Солнышко. Солнышко будет находиться до 16 февраля. Солнышко находится в знаке зодиака Козерог. С 16 февраля уже пойдет в знак зодиака Водолей. Итак, находясь в знаке зодиака Водолей, солнышко находится для вас в таком, скажем, немножечко закрытом положении. Не хочется активности, ее даже и нет. Вот так вот, чтобы прям сильно ею разбрасываться, но с этим, одновременно с этим самым и нет никакого огорчения. Вот прям так вот хочется в течение всего месяца, не огорчайся, и поводов не будет огорчаться. Захочешь сделать какую-то сделку, покупку, подготовился, все проверил, посоветовался с близкими, со своими, и ты делаешь это. Захочешь сделать какой-то экзамен или куда-то пройти интервью, подготовился, посоветовал, пошел, сдал этот экзамен или прошел какое-то интервью. Так прям вот в течение всего месяца хочется сказать, не огорчайтесь, и у вас не будет никакого повода к огорчениям.
Дальше смотрим Меркурий. Меркурий, конечно же, на прямом движении. И тоже делает транзит. Он находится в знаке зодиака Козерог, потом сделает знак зодиака Водолей. Да, он на прямом движении, но информационно сам по себе Меркурий активен. Он делает в одном месяце 2 транзита. То есть находится в одном и делает в другой транзит. И это, конечно, говорит о том, что информационный поток очень разнообразный. Какой-то сначала вроде как-то все строго, очень конфиденциально. Ты от вышестоящих организаций получаешь какие-то указания, тебе дают какой-то вот план, чтобы ты по нему работал, чтобы ты вот именно в эти числа, в эти условия вложился. А потом, когда Меркурий переходит к Водолеям, как будто бы свобода появилась, творчество появилось. Тебе есть возможность реализоваться, есть возможность сдвинуть с места любую ситуацию, которая находится. И 10 числа, когда еще Меркурий будет находиться в знаке зодиака Козерог, сделает соединение, это гармоничный аспект, это очень хороший аспект, сделает соединение с Плутоном, который тоже находится в знаке зодиака Козерог. Это великолепное для вас, это великолепный аспект, говорит о том, что вышестоящий государственный орган, это может быть и банковская структура, это может быть какая-то пенсионная структура, это может быть структура министерства какого-то по здоровью или министерства образования. Вы получаете оттуда, так как это Меркурий, надежную информацию. Кто-то надбавку к пенсию, кто-то получает, рассматривали дела, может быть, вы подавали для того, чтобы продолжить учебу, вам как-то оплачивает это государство или отправляет вас куда-то на учебу, или погасить может вам какой-то долг, где вы проходили либо обучение, либо практику стажировали, либо у вас какой-то кредит был большой. Тоже это вы узнаете очень хороший, потому что гармоничный аспект – это очень сильное соединение, и оно материального характера. Можете получить очень хорошую информацию, а также информативно вы можете получить предложение о совместной работе, предложение вообще о контракте, что вы получаете контракт на эту работу, что вас оставляют здесь. То есть вы можете получить очень хорошие известия, все, что связано с карьерой, с финансами, с надежностью. Что-то так вы чувствуете, что вы попадаете контракт очень хороший, например, вы подписали, и вы с этой компанией можете прекрасно работать, и вы сможете погасить все свои финансовые дела, которые у вас есть. То есть вы какая-то надежность от этого соединения. А 18 числа Меркурий уже сделает 18, да? Сделает транзит в знак зодиака. Сейчас я посмотрю, Меркурий, да, потом идет Водолей. Делает транзит в знак зодиака Водолей и сделает очень красивый секстиль с Юпитером. А Юпитер находится у вас. И это тоже очень гармоничный аспект. И еще раз говорю, здесь вы можете, те, кто не в паре, очень хорошее можете получить предложение, вы можете очень хорошее получить сообщение, вы можете встретиться, узнать о том, что вы встретиться можете с вашим любимым человеком. Если это с детьми или с родителями, вы можете визу куда-то получить, вы можете приглашение на работу получить. Очень хороший аспект, потому что это Юпитер, это всегда расширение. Это всегда прибавление, это всегда какие-то бонусы и подарки. Вот на таком прекрасном. Причем это будет очень легко, будет очень неожиданно. Меркурий, Водолей, это всегда неожиданно. Это что-то необычное, что-то не такое ординарное, как рядовое событие. Это событие, которое очень даст вам большую радость принесет, большой такой восторг какой-то принесет такое событие. 22 числа точно так же этот же Меркурий сделает трин с вашим Марсом, тоже гармоничный аспект.
То есть, смотрите, что получается. Информативный поток очень активный. И активный в позитиве. Вот в течение всего месяца сам по себе Меркурий будет очень активным. Активно делает хорошие, сильные аспекты. Когда сделает с вашим Марсом аспект, Меркурий делает, это, конечно, надежное знакомство. Ну, сам по себе Меркурий это такая, скажем, мужская все-таки энергия. Марс тоже мужская энергия. Они между собой выстраивают тригон. Вот какая-то плечо надежное появляется. Либо вы чувствуете, ситуация настолько в плюс к вам играет, что вы можете рассчитывать на то, что вы где-то в каком-то, ну, возможно, судебном заседании у вас выигрыш происходит. Просто вы какую-то апелляцию подали на то, что вот пришел какой-то вам тикет, ну, штраф. Вы можете его оспаривать, и вы получите от этого хороший результат. Дальше Венера 20 числа. Венера заходит в знак зодиака Овен. Заходит Венера к вам. Ну, в первый дом заходит Венера к Овнам. Ну, конечно, Венера любит бывать в Овне. Во-первых, идет к Марсу. Вами управляет Марс, там стоит Юпитер. Малое счастье идет к большому счастью. И заходит к вам, и 19 числа еще и сделает, перед тем, как к вам зайти, просто на последних градусах самых сильных, сделает очень красивый секстиль к Плутону. Ну, конечно, очень большой шанс для того, чтобы с кем-то познакомиться, очень большой шанс пополнения. Кто-то, может быть, узнает о том, что вы становитесь родителями, долгожданное такое пополнение. Вы узнаете о том, что вы становитесь бабушкой с дедушкой, у вас меняется статус, то есть у вас настолько радостные события, которые вам принесет февраль, прям они не кричащие, потому что энергии у вас вот такой вот активной энергии, она будет чуть-чуть подальше. Здесь в закрытом все равно вы как будто хотите сэкономить свою энергию, вы ее немножечко бережете, вы не хотите ее сильно тратить. И это ваше состояние, в котором вы будете пребывать. Вам кажется, что что-то со мной не то, как-то у меня энергии нет, но это именно то. Таким образом, организм пополняет вот эту энергию, он ее в эконом-режиме держит. Поэтому не огорчайся. Это не повод огорчаться, это наоборот, вы должны понимать, что это энергия сберегающего такого характера. Прям как будто бы вот перед стартом вы немножечко набираетесь сил, прям так хорошо набираетесь сил перед каким-то стартом. И этот старт будет чуть-чуть позже, март-апрель. Туда зайдут многие планеты, к вам зайдут, там образуется красивый у вас стелиум, и это будет под покровительством самого Юпитера. Но пока это все вот таким образом дает сигнал своему организму. Не огорчайся, наоборот, береги эти силы, собери эти силы, аккумулируй эту энергию. Она тебе еще очень и очень пригодится. Ну, вот такой вот у вас получается февраль месяц. Не огорчайся, потому что повода огорчаться нет. Это все аспекты, все показатели подсказывают. Побереги себя. Это не что-то с тобой, что тебе как-то сил нет подняться, как-то немножко давление, как будто всегда пониженное, ну что-то поберечь себе хочется. Вот и воспользуйся этим. Вот таким образом тебе звезды подсказывают, подсобери эту энергию, потому что потом будет очень хороший большой такой рывок, где тебе нужно будет очень много энергии, чтобы тебе ее хватило на все. Вот такой февраль месяц великолепный, прекрасный для вас. Не огорчайся. Много. Во-первых, повода для этого нет. Во-вторых, много радостных событий, начиная уже с февраля месяца. Ну что, мои хорошие, вижу Розану, слышу такие слова. Конечно же, не огорчайся. Ставь счастливый лайк. Обнимаю вас. Обнимаю.